У нас есть возможность еще раз продемонстрировать богатство и разнообразие психических расстройств при эпилепсии. Прослушайте фрагмент беседы с больной 43 лет. В прошлом программист, с успехом закончила экономико-статистический институт. Была замужем, сыну 17 лет. Начало заболевания больная связывает с эклампсией, развившейся во время родов. В послеродовый период наблюдался приступ депрессии с суицидальными мыслями, лечилась стационарно. Когда же появились какие-то расстройства, которые можно назвать приступами как таковыми, которые бы вот внезапно начинались и внезапно заканчивались? Когда такие вот периоды появились в вашей жизни? Ну, я говорила, что между этой первой депрессией, будем считать, что первой, и приступами, как мы можем назвать, были еще периоды так называемых психозов. То есть, когда еще диагноза эпилепсии не было поставлено. Весной, обычно вот в период магнитных бурь, у меня начиналось что-то вроде психоза. Я начинала искать виноватых или шпионов, или что-то в этом духе. Меня увозили в больницу и лечили там нейролептиками достаточно долго. Только после того, как был поставлен диагноз эпилепсия, только после этого началось, в общем-то, адекватное лечение, потому что сам, в общем-то, приступ, он не настолько долг, чтобы из него выводить. Как долг? Вот что, как он начинался, как быстро он возникал и как долго он существовал, вот все-таки, вот этот психоз, как вы его называете? Они и сейчас, в общем-то, иногда повторяются, но в таком стертом виде, потому что я принимаю таблетки, и период, в общем-то, какого-то, я не знаю, как бы это сказать, неблагополучия метеорологического, то ли это перепады давления, то ли это магнитные бури. В этот период я чувствую себя неспокойно. Я начинаю заниматься самоедством, ищу виноватых и сама себя виню в том, что что-то не так сделала, что довела себя до такого состояния, потеряла любимую работу, в общем-то, семью потеряла. И в этом я и себя начинаю винить, и начинаю заниматься, в общем, самоедством и самокопанием. В такой период, неблагоприятный для меня, неблагоприятных метеоусловий, когда я себя плохо чувствую, когда я начинаю ворошить прошлое, анализировать все, если происходит со мной что-то нехорошее, ну, в общем, это называют стрессом у нас. Если у меня случается стресс, то есть не мелкий, это не то, что меня там в очереди толкнут или что-нибудь подобное, а действительно серьезное что-то, то, что у меня и бывало. Я вам говорила, что у меня сын, например, ключи украл от квартиры, а муж устроил погром. Конечно, мне было тяжело, что мой сын это сделал. Может дать вот если это толчок, просто толчок может дать для того, чтобы уже был настоящий, наверное, это приступ, когда смещается действительно все уже, реальность мешается с фантастикой, с выдумкой, неизвестно с чем. Вот вплоть до того, что я ищу шпионов, бегаю на Лубянку, говорю, что мой муж японский шпион, и Бог весь что. И свято в это верите? Свято. Я свято верю в то, что я спасаю Родину. То есть у меня это просто идея фикс. И сколько это может продолжаться? Вот приблизительно, я даже могу сказать точно, это может продолжаться несколько часов, а потом буквально потихоньку сойти на нет. А иногда даже от нескольких слов, сказанных человеком разумно, настойчиво, может это все внезапно закончится. Вот то, что вы сейчас рассказали, вы прекрасно помните, что происходило в этот период. Всегда так бывает, что если случается какой-то внезапный приступ, вы все хорошо помните. Нет, не всегда. Вот какие еще приступы, которые вы не помните? Приступы обычно, которые сопровождаются судорогами,
я не помню. А это что за приступы? Когда они бывают, как часто? Приступы, которые сопровождаются судорогами, в основном ночные. Но я в это время могу после приступа встать, пойти, что-то даже белье сменить. Этого я абсолютно не помню. Об этом мне говорят только следы на подушке. Вот если я кусаю губы, прикушу язык. Мгм. Такое тоже бывало. Да. Мгм. Или часто бывает? Ну, это, в общем-то, нередко. Мгм. Это бывает раз в 3-4 месяца. Мгм. И сейчас это так Да, продолжается? и сейчас это Мгм. продолжается. Кроме того, как я говорила, самое вот неприятное, Мгм. что еще, вообще сложно сказать, что самое неприятное, Мгм. это автоматизмы или снахождение. То есть, Так. когда я перенапрягусь Ага. или устану, или перенервничаю, может быть вот этот автоматизм. Так все Как вот мне... терминами. Я просто улыбаюсь, потому что вы прям все сразу называете медицинскими Я прочитала терминами. очень интересную книгу Карлова Ага. «Эпилепсия». Понятно. Значит, вот что-то бывает еще, которое не сопровождается судорогами. Да? Значит, Да. вот вы нам рассказали. А вот эти судороги, их кто-нибудь видел когда-нибудь? Судороги Да, ночные. да. Да, мама видела, вот как Мгм. буквально неделю назад. Мгм. М, А почему она, как она, ведь ночью все спят, почему она оказалась рядом с вами, почему она увидела Я во эти... время фильма внезапно А, заснула, ага. и у меня были судороги, я обмочилась. Мгм. Мама сменила мне белье, я в это время даже что-то ей говорила. Мгм. Она меня вымыла, отвела, уложила в постель. Я заснула. Утром я ничего абсолютно не помнила. Вот этот приступ с судорогами, он долго продолжается? Что мама рассказывает? Сколько это там? Ну, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 минут? Сколько? Вы знаете, к сожалению, я ее об этом не спросила. Ага, ну, неважно. Примерно, значит, мы так примерно знаем. Значит, что знает, только то, что вы помните. Это Да. вот. Мгм. Значит, были еще какие-то периоды, когда были без судорог. Да? Сначала у меня вообще началось с того, что судорог не было. Мгм. Почему и диагноза этого не Мгм. ставили? Эпилепсия. У меня сначала были вот эти автоматизмы и Мгм. снахождения. Вот расскажите, что это такое. Я расскажу со слов моего сына. Мгм. Я с ним занималась математикой, ему она очень плохо дается, к сожалению. И очень долго пыталась объяснить ему одну теорему. Потом, как он мне рассказывает, я внезапно встала, пошла на кухню, налила себе чашку чая, выпила, оделась, вышла из дому. И все, больше он ничего не видел. Он видел, как только я прошла мимо окна. Я очнулась на бульваре, то есть я перешла дорогу, проезжую часть, очнулась на бульваре. И никак не могла понять, как я здесь очутилась. Мгм. То есть это далеко от вашего дома? Сколько Да, это далеко, но это в районе километра. Мгм. Мгм. Потом видел муж моей приятельницы. Меня расстроила очень сестра по телефонным звонком. Я вышла тоже из дома и на бульваре встретила, в общем, мужа приятельницы. Он пытался со мной разговаривать, он не понял, что я не в себе. Мгм. Что-то мне говорила, а я в это время начала приходить в себя. И буквально получилось достаточно смешно. Я ему сказала: «Здравствуй, Андрей». И он, ничего не поняв, ушел. И всё. Вы вот это ощущаете, что приступ вот сейчас может быть? Абсолютно нет. Абсолютно нет. То есть, несмотря на то, что вроде и погода плохая, и все, а вот сказать, что он вот скоро должен... Нет, 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 нет. Единственное, что я иногда ощущаю, некоторые тоже очень трудно объяснять, Мгм. некое подобие Мгм. тошноты, то есть какое-то странное состояние, которое можно сказать, назвать умственной тошнотой. Вот даже как. Ой, То как. есть ужас. Да. Но представляете, что у вас вот тошнота не
физическое, а умственное. Вот такое состояние жуткое я изредка испытываю. И тогда я чувствую, что, в общем-то, где-то близок приступ, стоило бы принять таблетки. Такое, знаете, даже не сказать, отвращение – это не отвращение. Лучше, в общем, не придумаешь. Именно какая-то мозговая тошнота. Итак, у больной наблюдаются самые различные расстройства, которые возникают внезапно и продолжаются короткое время. Это типичные судорожные припадки с падением, прикусом языка и непроизвольным мочеиспусканием. Это сумеречное помрачение сознания в форме амбулаторных автоматизмов, когда больная совершает какие-либо действия, которые в последующем амнезирует. И, наконец, приступы бреда преследования с типичной параноидальной симптоматикой. Только пароксизмальный характер этих приступов указывает на то, что они являются проявлением эпилепсии.